Всем привет! Вы на канале Основы ремонта. Сегодня хочу сделать небольшой эксперимент. У меня предстоит такая работа интересная. Уже есть готовая цементная штукатурка, перетертая, все. Но проблема в том, что нет геометрии стен. То есть у нас стены не по 90 градусов, а в данном помещении они очень нам нужны. Поэтому у меня местами штукатурный слой будет достигать 7 сантиметров. Ну, это в самой толстой точке будет 7 сантиметров. Ну, а в среднем по площади порядка 3-4 сантиметров. Приобрели мы вот такую штукатурочку. Сейчас подниму мешок. ВК штукатурка гипсовая ручного нанесения. Первый раз буду ей работать, никогда до этого такой штукатуркой не работал. Ну, заодно посмотрим, что она из себя представляет. Кстати, на мешке указано, что наносить данную штукатурку можно слоем до 8 сантиметров. Что очень странно, интересно, на мой взгляд, потому что даже какие-то топовые штукатурки, возьмем тот же Ротбанд или Волма, они до 5 сантиметров, у них рекомендованный слой. Здесь 8. Ну, посмотрим, как она себя покажет. Многие из вас знают, что адгезия гипсовой штукатурки к основанию происходит путем зацепа самой штукатурки за какие-то шероховатости на стене. У нас здесь цементная штукатурка, поэтому песчинки, они и так шершавые. По ходу дела штукатурка гипсовая за них и так должна хорошо держаться. Поэтому вот данный экземплярчик просто загрунтован грунтовкой Knauf Tiefengrunt. Здесь я уже загрунтовал бетоноконтактом Ceresit ST19. Здесь у нас идет слой грунтовки Knauf Tiefengrunt и сверху еще покрыто бетоноконтактом. Ну а это уже полный фарш. Здесь идет грунтовка глубокого проникновения, потом сверху бетоноконтакт и еще поверх будет сетка. Армировано все сеткой. Сейчас я это все заштукатурю слоем в 3 сантиметра, 2,8. Я сделал вот такой шаблончик. Как раз профиль у нас 28. Поэтому ну, почти 3 сантиметра слой получится у нас. Подождем недельку и попробуем сбивать, что на чем лучше держится. Кстати, я где-то видел на ютубе, один парень проводил эксперимент по поводу вот бетоноконтакта. Очень важно. На бетонную стену. Именно на голый бетон. Вот он нанес просто бетоноконтакт и бетоноконтакт через грунтовку. И потом заштукатурил и штукатурку сбивал. На таком варианте штукатурка лучше всего держалась. То есть сначала загрунтовано было основание, потом уже поверх был нанесен бетоноконтакт, только потом штукатурка. Когда он загрунтовал просто бетоноконтактом на чистый бетон, на бетонную стену, у него штукатурка отбивалась вместе с слоем, с пластом бетоноконтакта. Он, получается, тянулся, отрывался от стены пленкой. Прям целой пленкой. А там, где было прогрунтовано предварительно, там прям мощно держалось. Ну, не знаю, не помню, где этот ролик, можете поискать сами. Я в данном случае вот такой эксперимент хочу провести. Так, штукатурку я уже навел. Поэтому, ну, попробуем как-то этот шаблончик такой придумал. Не знаю, как это сейчас получится, но постараемся. Неплохо. Сейчас только края примажу еще. Вот здесь чуть-чуть. Чтобы она не подсплывала у меня. Слой реально 3 сантиметра получается. Так, можете сами убедиться. Вот, слой достаточно большой. Я не знаю, ну рулетку я не взял с собой, ну, палец. Ну, короче, нормальный. 3 сантиметра, может даже где-то местами и больше. Вот такой стендик. Попробуем потом. Самому прям очень интересно. Я дам высохнуть этим слоям дней 10, не меньше, потому что у меня там другой работы еще хватает. Как раз, чтобы более или менее адекватно можно было расценить этот эксперимент. Так что, ребятки, ждем 10 дней. Ну, а для вас это, как всегда, секунда. Прошло у нас 2 недели после того момента, как я нанес эту штукатурку. Штукатурка уже высохла. Сейчас поближе вам покажу. Я думаю, 2 недель было достаточно для нашего эксперимента. Кстати, вот смотрите, интересно, где открытая была сетка.
пошла ржавчина. Ну, сколько я на сетку на такую штукатурил, она через штукатурный слой не пробивает. Ну, если вы полностью ее сразу закрываете штукатуркой. А так в этих местах тут сильно большая влажность была в этом помещении, вот поэтому коррозия все-таки произошла. Но через штукатурку она, естественно, не пробьет. И опять-таки желательно сразу всю сетку, сразу всю закрывать штукатуркой. Тогда такого точно не будет. Так, начнем с поверхности, где была штукатурка не грунтованная, а сразу был нанесен именно бетоноконтакт. Вот с нее мы будем пробовать. Понятное дело, что это будет просто руками происходить наш эксперимент. То есть я отбивать буду просто зубилом и молотком. Просто вам буду, ну, ощущения свои передавать, насколько сильно держится штукатурный слой за основание. Так. Ну, как бы штукатурка, видите, она монолитом держится. Отваливаются куски именно толще слоя. Толщина штукатурного слоя отбивается. А сама штукатурка пока что очень хорошо держится за стену. То есть вот мы видим, просто штукатурка расслаивается, но за основание она держится очень хорошо. Вот бетоноконтакт, за бетоноконтакт держится отлично. Ну, вот здесь в одном месте, конечно, отвалилось, но в целом бетоноконтакт, то есть получается, за штукатурку хорошо держится, и сама штукатурка за бетоноконтакт тоже хорошо держится, отбивается, вот как видно, просто от слоя, отслаивается. Так, ну, этот вариант как бы неплохой. Пойдем дальше. Здесь не бетон, здесь просто грунтовка Knauf-Tiefengrunt, просто обычный грунт глубокого проникновения. Ну, можно сказать, что за штукатурку, даже за перетертую штукатурку, из-за того, что здесь на ней есть песчинки, вот как раз за эти песчинки, за эти неровности, микронеровности и держится штукатурка. То есть вот принцип, эффект по ощущениям один и тот же, что за бетоноконтакт держится наша штукатурка, что вот, пожалуйста, и просто за простую грунтовку. Отбивается уже вот штукатурка, штукатурный слой цементно-песчаный. Но здесь очень хорошо, очень хорошая адгезия получается между штукатуркой гипсовой и цементной. Просто через грунтовку. Тоже получается так, что из-за того, что я просто воздействую силой на штукатурку, она отбивается, вот слоями откалывается. Но это молоток и зубило. То есть, если это будет просто поштукатурить стену, качество вполне себе хорошее. Следующее здесь еще более мощно сделано. Здесь идет грунтовка глубокого проникновения и сверху еще бетоноконтакт. Попробуем здесь. Так. А здесь уже даже почему-то штукатурка гипсовая почему-то хуже держится за бетоноконтакт. Причина мне, конечно, не ясна. Почему? В отличие от этого варианта. Ну, хотя здесь тоже вот от бетоноконтакта она поотваливалась.
Пока что в данном случае могу сделать вывод, что цементную штукатурку в принципе лучше даже и не проходить бетоноконтактом. Адгезия лучше показала себя просто на грунтованной штукатурке. То есть обычная цементно-песчаная штукатурка просто загрунтована обычным грунтом глубокого проникновения, и она держится намного лучше. Здесь вот мы видим такие, да, очаги, вот, где штукатурка отслоилась от бетоноконтакта. Вот, здесь их больше гораздо. Вот, от бетоноконтакта отслаивается. Здесь штукатурка очень хорошо держится. Здесь, то есть, нету такого, вот только в одном месте одно пятнышко. Ну, а здесь уже полный фарш. И я, кстати, скорее всего, буду так и делать в этом помещении, потому что у меня слоя местами будут, я уже говорил, там по 7-8 сантиметров. Просто подстрахуюсь еще сеткой обязательно. Ну и плюс сетка придает гибкости и пластичности всему штукатурному слою. Ну, попробуем, как здесь. Только единственное, скорее, не буду использовать, скорее всего, бетоноконтакт, потому что вот он показал себя здесь. Да, от бетоноконтакта отваливается, кстати. Ну, сетку, конечно, уже пока что так просто не оторвать. Вот. Итак, хоть даже наш такой маленький микроэкспериментик показал, что именно на цементную штукатурку лучше не наносить бетоноконтакт. То есть лучше работает простой грунт. И просто за счет того, что штукатурка шершавая, с песчинками, за нее и так очень хорошо держится гипсовая штукатурка. Бетоноконтакты применять желательно на вообще гладких основаниях. То есть это будет гладкий бетон. Монолитная стена, если вам нужно ее поштукатурить, там лучше, конечно, применить бетоноконтакт, чтобы создать шероховатость на стене, за которую будет держаться наша гипсовая штукатурка. Но если у вас такая же ситуация, как у меня, если есть цементная штукатурка, то бетоноконтакт не имеет смысла применять. Думаю, кому-то мой ролик был полезен. Как всегда, за видео ставим палец вверх. Всем спасибо, всем пока. Скоро увидимся.